Когда мы вспоминаем XIX век в Российской империи, перед глазами встают образы золотых погон, строгих правил света, безупречного французского языка и блистательных балов. Это был век классики, великой литературы и имперского величия. Но за этим отполированным фасадом высокой культуры кипела жизнь, полная тайных страстей, мистических поисков и странных, порой пугающих ритуалов. Дворянство в Российской империи, оторванное от народной почвы, но не удовлетворенное строгостью рационализма, искало ответы и приключения в мире неведомого. Сегодня мы погрузимся в самые закрытые и необычные стороны дворянской жизни. Мы узнаем, как духи стучали по столам императора, почему масонов преследовали сразу после Золотого века и как вера в порчу влияла на жизнь царских особ. Вы на канале «Дом среди лавров», и мы начнем с поветрия, которое охватило всю Российскую империю, с попытки поговорить с мертвыми. Диалоги с мертвыми – золотой век спиритизма. Мода на спиритизм или спиритуализм зародилась в Америке в середине XIX века и волной захлестнула Европу, а затем и Россию. Появление этого феномена было парадоксально. В эпоху, когда философский позитивизм требовал от науки эмпирического обоснования, люди стали искать объективные доказательства существования души и жизни после смерти. От философии к салону. Изначально в России спиритуализм был уделом романтиков и философов, но очень быстро он перешел в категорию светских развлечений. Скука аристократических гостиных, оторванность от реальной политики, а иногда и банальный поиск острых ощущений сделали спиритические сеансы невероятно популярными. Интеллектуальная элита подключилась к этому движению. Химик Александр Бутлеров и зоолог Николай Вагнер активно пропагандировали спиритизм, воспринимая его как новый научный метод познания. Бутлеров пригласил в Россию знаменитого британского медиума Дэниела Хьюма. Самое шокирующее, что мистическое увлечение дошло до императорского двора. В 1860-е годы Александр II, находясь на перепутье серьезных государственных реформ, например, отмены крепостного права, обратился к потусторонним силам. Для него и для его приближенных Юм провел несколько спиритических сеансов в Зимнем дворце. Фрейлина Анна Тютчева в своем дневнике зафиксировала невероятные детали. Стол поднялся на высоту поларшина над полом. Императрица-мать почувствовала, как какая-то рука коснулась воланов ее платья, схватила ее за руку и сняла с нее обручальное кольцо. По слухам, был вызван дух покойного Николая I. Ответы он давал, традиционно указывая стуком буквы алфавита, однако послания были нелогичны и не дали императору конкретных советов. Разочарованный Александр II потерял интерес, но слухи разлетелись по всей стране, превратив спиритизм в массовое, модное явление. Масштабы увлечения. К 1910 годам в России насчитывалось свыше 3500 спиритических кружков, а журнал «Спиритуалист» выходил колоссальным тиражом в 30 000 экземпляров. Даже такой проницательный писатель, как Федор Достоевский, хоть и относился к феномену с иронией, но верил в субъективную честность петербургских спиритов и призывал относиться к явлению ответственно. Дворянство искало что-то магическое и находило. Наука против мистики. Масштаб увлечения вызвал тревогу в научном мире. Дмитрий Менделеев, будучи человеком строгой науки, создал специальную комиссию для рассмотрения медиумических явлений. Цель была одна – разоблачение.
По итогам сеансов с известными медиумами был составлен отчет, доказывающий антинаучность всей спиритической идеи. А чтобы окончательно убедить общество, в Петербург приехал сам Гарри Гудини, король иллюзионистов. Он публично продемонстрировал, как легко можно воспроизвести и разоблачить все те чудеса, такие как столоверчение, стуки, материализация, которые шарлатаны использовали на сеансах. Клятвы и тайны. Русский мир, масонство и декабристов. Если спиритизм был модной игрой, то масонство являлось глубоко идеологическим ритуальным миром, оказавшим колоссальное влияние на русскую историю. Масонство пришло в Россию в первой половине XVIII века. Вопреки легендам, называющим его основателем Петра I, документально подтверждено, что уже к середине века в Петербурге и Риге существовали ложи. Их члены, преимущественно молодые гвардейские офицеры, такие как князь Михаил Щербатов и Александр Сумароков, собирались не для политики, а для самосовершенствования, благотворительности и просвещения. До 70-х годов XVIII века франкмасонство в России, по мнению современников, носило скорее обрядовый характер, иногда заканчиваясь празднествами вакха. Гонения Екатерины Великой. Ситуация резко изменилась при Екатерине II. Императрицу тревожило растущее влияние масонских лож, которые становились центром неконтролируемой общественной мысли. Особую тревогу вызвало то, что московские масоны, сосредоточенные вокруг Московского университета и его типографии, пытались сделать своим лидером наследника Павла Петровича. Екатерина начала наступление. Были закрыты масонские школы и больницы, а затем последовал запрет на издание их книг. Императрица даже сама писала сатирические произведения, высмеивая вольных каменщиков. Когда полумеры не помогли, начались открытые репрессии. Видный деятель просвещения и мастер ложи Николай Новиков был заточен в Шлиссельбургскую крепость. Это фактически ознаменовало запрет на любую деятельность масонов. Золотой век и роковой запрет. Как ни парадоксально, наследник престола Павел I, освободив многих масонов, также не позволил им возобновить деятельность. А вот с приходом Александра I наступил настоящий золотой век русского масонства. Императору были близки просветительские идеи, и в ложе потянулись чиновники, полководцы и даже великие князья. Однако, под влиянием европейских революций и собственных опасений, Александр I кардинально меняет свою позицию. Он начал подозревать масонов в желании захватить власть и уничтожить христианскую веру. 1 августа 1822 года он издал указ о запрете всех тайных обществ. Чиновники и военные обязаны были письменно подтвердить непринадлежность к ложам, а по стране прошла конфискация масонского имущества. А в Вильно даже демонстративно сожгли ритуальные предметы, чтобы не осталось и памяти. Наследники масонства – декабристы. Полный запрет не убил идею. Наследниками масонских лож стали декабристские организации, возникшие после Отечественной войны 12 года. Офицеры, вдохнувшие революционного воздуха Европы, увидели убожество русской действительности. Их тайные общества, вроде Союза спасения, стали первыми в России попытками разработать программы революционного преобразования. Их поражение в 1825 году и жестокая расправа Николая I, повешение 5 лидеров, ссылка десятков на каторгу закрыли тему открытых тайных обществ на долгие годы. Для дворянства вступление в такой кружок из модной прихоти превратилось в повод для ареста.
ритуалы повседневной жизни, честь и древние приметы. Даже повседневная жизнь русского дворянства была пронизана своими, порой странными ритуалами, от строго регламентированного кодекса чести до языческих суеверий. Священный ритуал дуэли. Дуэль – это не просто драка, а строжайше формализованный ритуал чести, пришедший из Европы. Главная цель – устранение оскорбления и восстановление поруганной чести без вмешательства властей. В эпоху Александра I и моды на дендизм поединки стали повальным увлечением. Иногда рубились за безделицу. Бритеры, вроде Федора Толстого «Американца», стали легендами. Трагическая гибель величайших поэтов Пушкина и Лермонтова возвела дуэль в ранг культурной мифологемы. Это был парадокс. Несмотря на жестокие наказания, введенные еще Петром I и Екатериной II, дворянин, отказавшийся от поединка, навсегда терял честь. Риск и испытания характера, вдохновленные романтическими героями, были важнее жизни. Дворянские суеверия. От крестьянства до карточного стола. Одновременно с утонченным европейским этикетом, дворянство было пронизано суевериями и верой в магию, которые проникли из крестьянского мира. Официальная идеология и церковь относились к этому скептически, но магия и вера в потустороннее играли роль механизма психологической адаптации. Некоторые приметы нам знакомы. Нельзя возвращаться после выезда. Недоброе предзнаменование встретить в дороге священника. По легенде, это спасло Пушкина от ареста по делу декабристов в 1825 году. Другие поверья были более специфичны. Дом и смерть. Многие помещики боялись ремонтировать свои дома, веря, что, обновивши дом, скоро умрешь. Карты и палач. Любимое дворянское развлечение карты было окружено странными поверьями. Петербургские шулера считали, что для удачи нужно играть в доме, из окна которого виден Литовский замок, тюрьма, где жил палач. Охота. Существовало страшное поверье о 40-м медведе. Можно убить 39, не получив ни одной царапины, но 40-й отомстит за всех остальных. Ритуал царского сглаза. Тюремной затвор. Страх перед магией был настолько силен, что влиял на жизнь первых лиц государства. Речь идет о так называемом тюремном затворе, натуральном заключении цариц и царевен в царских покоях в XVII веке. Это делалось для того, чтобы никто не смог навести порчу на царскую супругу, особенно чтобы не испортить ее здоровье ради рождения наследников. Царица не могла ступать по голой земле, везде на ее пути расстилались ковровые дорожки. Выезд разрешался только в закрытой карете, а для входа в церковь возводились деревянные крытые переходы. Это был ритуал защиты от сглаза, который полностью отменил только Петр I, посчитавший его дикостью. Закат империи, Распутин и мистический финал. Все эти мистические поиски, суеверия и страхи достигли своего апогея на закате Российской империи в начале XX века и сконцентрировались вокруг фигуры Григория Распутина. Феномен сибирского крестьянина можно объяснить тем, что мистически настроенный двор, особенно императрица Александра Федоровна, нуждался в святом человеке, способном помочь больному наследнику, царевичу Алексею. Свидетельства и способности. Вопрос о силах Распутина до сих пор остается загадкой. Был ли он шарлатаном или обладал реальной способностью влиять на тело и сознание?
Многочисленные свидетельства, в том числе от членов императорской семьи, утверждают, что Распутин действительно останавливал кровотечение у царевича Алексея, когда медицина оказывалась бессильна. Сестра Николая II, великая княгиня Ксения Александровна, вспоминала: «У Алексея было кровотечение в почках, и послали за Григорием. Все прекратилось с его приездом». Даже противники Распутина, такие как председатель Совета министров Владимир Каковцев, признавали факт его странного воздействия. Пришел Распутин, пробыл некоторое время у постели больного, и кровь остановилась. Многие современники, включая председателя Государственной Думы Михаила Родзянко, отмечали его сильные гипнотические способности. Кстати, Распутин, которому на момент знакомства с царской семьей было всего 36 лет, лишь для клиентов, называл себя старцем. Его влияние на двор было основано не только на интригах, но и на глубокой иррациональной вере царской семьи в его чудесные силы. Эта вера и стала трагическим финалом всех мистических поисков русского дворянства. История русского дворянства – это история не только славных побед и великих романов, но и история тайных ритуалов, иррациональных верований, от стука духов в затемненных гостиных до символических клятв в масонских ложах, от смертельных поединков на снегу до страха перед 40-м медведем. Аристократия жила в мире, где мистика и реальность постоянно переплетались. Надеюсь, это путешествие в мир дворянских секретов было для вас увлекательным. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий, о каком еще странном ритуале вы знаете, и подписаться на канал «Дом среди лавров». Не забывайте слушать мою музыку. Все ссылки будут в описании под видео. До встречи в следующих выпусках.